Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Я сегодня начинаю делать новую выкройку для фермуара 27 сантиметров. Это такой же фермуар, как для саквояжа по размеру. То есть это расстояние от одного шарнира до другого по прямой линии. В данном случае форма фермуара другая, изогнутая, более волнистая. И у фермуара есть ручки. Один из фермуаров вот с такими двойными ручками. Второй фермуар с деревянной ручкой. Есть такие же фермуары с бамбуком, с немножко другой формой ручки. Но сам металлический фермуар, сама рамочка, везде одинаковая на этих фермуарах. Поэтому можно строить выкройку для одного фермуара и использовать для пошива остальных сумочек. У кого есть, девочки, бумага миллиметровая, берите бумагу миллиметровую. У кого нет, берите простую. Будем сейчас строить выкройку. Для того, чтобы нам более точно построить, предлагаю нарисовать две вспомогательные линии повдоль и поперек в виде креста. И вот на этой горизонтальной линии нам нужно отложить 27 сантиметров. 13,5 с одной стороны и 13,5 другой стороны. Это для того, чтобы нам очень правильно, очень ровно построить нашу выкройку. Кладем наш фермуар так, чтобы шарниры совпадали с нашими точками. Выложили. Теперь обводим наш фермуар по верху, девочки. Не по внутренней стороне, а по верху. Обводим очень аккуратно. Например, если вы будете обводить толстым карандашом, линии могут быть неточными. Поэтому делайте сначала тонким, настолько близко, насколько возможно. Обводим наш фермуар по верху, еще раз напоминаю, убираем его. Теперь я могу дорисовать линии, которые у нас не попали. Это места соединения фермуара с ручками и где у нас находится поцелуйчик. Обводим. Теперь поговорим о том, какую сумку мы хотим шить. Я предлагаю всегда шить сумки со вставками, потому что они смотрятся более элегантно, более дорого. Поэтому есть два вида сумок. Есть сумки с кедром. Это декоративный шов, декоративный кант, который вшивается в шов между основной деталью и боковыми вставками. Можно также шить сумки без этого декоративного канта. Если мы шьем сумки без кедра, то у нас, в принципе, можно место соединения основной детали сумки с боковой делать, ну, скажем так, в любом месте загиба шарнира. Если мы используем кедр, девочки, очень важно, не делайте тогда вашу выкройку очень, скажем так, широкой, чтобы у вас место соединения основной детали с боковой было где-то после загиба. В том случае, если вы используете кедр, это будет смотреться некрасиво. Поэтому нужно делать выкройку такой ширины, чтобы основная деталь у нас была как бы на прямой линии. Ну, например, если у нас вот здесь шарнир от нашей ручки, да, возьмите, например, 1, 2, 3. Третья точка, то есть первая после шарнира, 1, 2, 3. Кладем наш фермуар обратно на нашу выкройку, считаем точки, 1, 2, 3, примерно. Ставим меточку. Сейчас мы будем работать только с одной половиной. Если у вас миллиметровая бумага, то вы можете просто перенести точку туда, где у вас более толстая линия, чтобы вам было удобно работать.
Вот такая толстая точка. Давайте я вам скажу примерно, сколько это есть. 1, 2, 3, 4, 5. 10 сантиметров от центральной линии. 10 сантиметров. Вот она, наша точка. Теперь нам нужно подумать, какую форму сумки мы хотим. Обратите внимание, девочки, на то, что здесь очень плавный изгиб. То есть не такой, как у нас у саквояжа. То есть там вот почти прямоугольный изгиб. В таком случае, когда у нас прямоугольный изгиб, мы просто вот эту вот линию как бы поднимаем выше. Вот так. Я надеюсь, видно. В данном случае я предлагаю не просто вот эту линию поднять. Мы ее поднимаем для чего? Чтобы расширить нашу основную деталь. И когда пришьются боковые стороны, пришьются к фермуару, у нас образуется очень красивая складочка за счет этого. Девочки, ни в коем случае никогда не стройте выкройку, используя вот именно вот эту часть, без изменения, а дальше пошла сумка. Это неправильно. То есть, если вы сделаете так, конечно, все подойдет в фермуар. Но когда вы будете раскрывать сумку, вот представьте, это одна часть, вот это вторая. Если вы ее откроете, у вас будет вот так. То есть у вас не будет открытия, куда вы можете все складывать. Это очень неудобно, ну и в принципе некрасиво. Получается сумка плоская, как блин. Поэтому предлагаю сделать следующее. Мы ставим линейку вот в эту точку. И давайте сделаем вот по этой линии, вот по линии от нашего фермуара. Откладывайте 1, 2 сантиметра. 2 сантиметра, чтобы вам легче было ориентироваться. Теперь вот эту точку сверху, где у нас 10 сантиметров, то есть мы считаем, девочки, мы считаем по прямой 10 сантиметров, не по изгибу. Вот по прямой 10 сантиметров. Здесь у нас 2 сантиметра отложили мы. Теперь вот эти 2 сантиметра точку соединяем с точкой 10. И делаем, девочки, прямую линию. Вот так. Сделали. Еще раз повторюсь, работаем с одной половиной. Теперь вот от этой точки 2 сантиметра мы опускаем линию вниз до нашего как бы предполагаемого дна. Теперь, если кто-то хочет, может положить обратно фермуар и посмотреть, какого размера вы хотите иметь сумочку, чтобы это было так гармонично, симпатично. Можно при помощи линейки. Например, если мы сделаем вот так, вы понимаете, да, сумка короткая, некрасивая. Сделаем примерно вот так. На основании вот этой линии, вот то, что мы нарисовали, мы можем уже как бы представить нашу сумочку. Но я бы сказала, вот так еще маловато. Наверное, сделаем, давайте вот так. Сейчас я измерю и скажу вам, сколько это сантиметров. Измерять буду по средней линии. Это у нас 23 сантиметра. 23 сантиметра. От верха до низа. Теперь, девочки, мы нарисовали как бы нашу основную сумочку, но у нас должно быть еще дно. Поэтому нам нужно подумать, какой ширины дно мы сделаем. Я всегда считаю, что, ну, как бы вот, если взять вот эту вот основную деталь, да, самой сумочки, хорошо смотрится примерно половина ширины сумочки, как боковая вставка. Она может быть немножко меньше, там, на пару сантиметров, но сильно узкой делать ее тоже не надо, это некрасиво, или сильно широкой, это тоже некрасиво.
Давайте посмотрим, сколько у нас получается по низу, по прямой линии. Это 15,5, значит 31 сантиметр у нас. Давайте отложим еще в эту сторону 15,5, чтобы нам ориентироваться. Вот, 31 сантиметр у нас дно. 31 сантиметр пополам, это 15,5, ясно. Я предлагаю взять ширину вставки 13,5. 13, то есть 13, ровно 13. Это значит, что у нас дно должно быть 6,5 сантиметров. Ну, вот в данном случае у меня 7 сантиметров до конца. Давайте возьмем тогда 14 сантиметров. Здесь у меня получается до конца 7 сантиметров. Так как у меня бумага сложена пополам, девочки, я сразу делаю как бы цельную выкройку сумки, основной детали. Итак, у нас 7 сантиметров. Что это значит? Это значит, что боковая вставка у нас будет шириной 14 сантиметров. 14 сантиметров. Как мы будем делать эту боковую вставку? Очень просто. Сначала давайте закончим вот этот рисунок. Что я могу еще предложить вам сделать? Ну, вот эта линия, например, да, она как бы угловатая. Ее можно немножко как бы скруглить. Здесь не обязательно точность сначала, девочки. Вот я предлагаю ее вот так закруглить слегка. Слегка. Теперь мы можем сделать следующее. Сумка у нас готова. Мы просто-напросто складываем нашу бумагу пополам по линии. И вырезаем нашу деталь. У меня получается сразу деталь полностью всей сумки. Вырезаем деталь и будем сейчас строить нашу боковую вставку. Девочки, теперь будем делать боковую вставку. Для этого возьмите лист бумаги шириной 14 сантиметров. То есть у нас дно, половинный размер 7 сантиметров. Это значит, что ширина дна 14 сантиметров. Поэтому берем листочек или полосочку бумаги этой шириной и делаем следующее. Верх нашей бумаги соединяем с нашей точкой, где мы делали 10 сантиметров отметочку. Вот так приложили и примерно опускаем до конца. Это у нас будет меточка по сумке соединения. И дальше у нас идет, девочки, дно. То есть мы проводим линию параллельную нашей сумочке. То есть вы поняли, да? Мы промерили вот эту сторону сумки. Это сторона нашей вставки. Теперь идет дно 14 сантиметров. Это значит, если я сейчас отрежу кусок моей бумаги, вот я ее вырезаю, 14 сантиметров. Смотрите, еще раз соединяем с точкой вверх по стороне сумки и теперь заворачиваем. У нас получается 7 сантиметров до середины нашей вставки и 7 сантиметров после середины. То есть это как раз 14 сантиметров. Давайте я возьму карандаш. 14 сантиметров. Это ширина нашего дна. Вот она, наша вставка. Это очень-очень просто сделать. Теперь, для того, чтобы это было легче нам шить, мы просто слегка скругляем
И получается наша вставка. Девочки, если кто-то сильно скруглит уголки, сделайте вашу вставку миллиметров на 5 выше. И промерите еще раз затем с обратной стороны, просто-напросто. Например, если я сейчас срежу вот эти уголочки, вы понимаете, что это катет и гипотенуза. По гипотенузе всегда короче, чем по катетам. Опять прикладывайте вашу центральную точку, середину дна вставки, серединой сумки и просто-напросто вот так разворачиваете, разворачиваете и смотрите, совпадают ли точки. Видите, она оказалась чуть-чуть короче, поэтому нужно сделать небольшой запас, примерно там пару сантиметров длиннее. Когда вы все это рассчитаете, вырежете, вы еще раз промерите и посмотрите точно, где вам отрезать вашу вставочку. Сделали мы вставку. Теперь поговорим о вырезе. То есть обычно делается вырез на боковой вставке, но я вам скажу следующее, девочки. Я сшила уже очень много сумок, и если я делаю вот этот вырез, рассчитывая все, у меня всегда какое-то отличие. Либо не хватает, либо большой вырез, излишек. Поэтому не делайте вот этот вырез вообще. Делайте просто прямую деталь, без выреза. Ладно, оставим так. Не надо его делать. Этот вырез можно сделать в самую последнюю очередь, когда сумочка уже сшита. Я вам покажу сейчас пример. Смотрите, пожалуйста, видите? У меня сумочка сшита. Это сумочка-саквояж. То есть я сделала выкройку. То, о чем я вам говорила, по прямой линии у нас идет шов, где пришивается боковая деталь. Если мы работаем с кедром, это вот этот вот вшивной кант. Всегда красиво, когда на прямой линии, не на загибе. Итак, мы сделали выкройку сумки, раскроили, наживили, сделали боковые вставки без выреза. Делаем точно так же подкладку. И потом, когда мы соединили сумку с подкладкой, я не зашиваю вверх, как некоторые девочки. Я, когда сошью подкладку, просто соединяю все вручную и затем обрабатываю оверлоком. То есть шов закрывается, замечательно входит в фермуар, он плоский и все. И вот когда вы сделали выкройку вашей подкладки, соединили вручную, вот тогда в самую последнюю минуту мы делаем вот этот вот вырез. Но я вам сейчас расскажу, как этот вырез делается. Давайте для этого соединим наши детали по вот этой вот точке, где у нас 10 сантиметров. Чтобы нам рассчитать размер выреза, нам нужно измерить длину фермуара. Девочки, 27 сантиметров это не длина фермуара, это ширина, то есть размер. 27 сантиметров меряется по прямой. Вот. А теперь нам нужно измерить сам фермуар, длину. Я измеряю всегда, не учитывая вот этот шарнир. Не учитываем. Потому что, так как у нас здесь есть изгибы, ткань затем на боковой вставке у нас будет вырезаться, скажем так, под наклоном, слегка по диагонали она тянется. И у нас всегда как бы, получается излишек. Исключение кожа. Кожа не всегда тянется, то есть с кожей надо работать более точно. С тканью я выбрасываю всегда вот этот вот шарнир. Я его не измеряю. Поэтому измеряем только ту часть, где у нас отверстие. Ставим нашу сантиметровую ленту в начале и затем промеряем наш фермуар, выкладывая ленту по поверхности. Измеряем, измеряем. Вот посмотрите, 37 сантиметров до шарнира. Давайте запишем это число. 37
сантиметров – это длина фермуара. Теперь мы делаем следующее. Так, соединим более точно. 37 пополам – это получается 18,5 сантиметров. Будем работать опять с 1/2. Берем нашу сантиметровую ленту и от центра измеряем наш изгиб до точки 10. Получается 10,5. А нам надо, девочки, 18,5. И мы нашу сантиметровую ленту прокладываем просто по вот этой нашей вставочке. Но для этого нам нужно нарисовать среднюю линию. То есть грубо. Вот у нас средняя линия. Грубо. Здесь у нас 7 сантиметров и здесь у нас 7 сантиметров. Итак, от точки 10 мы имеем 10,5 сантиметров. Нам нужно отложить 18,5. Значит, нам не хватает 8 сантиметров. Вот от этой точки соединяем точно наши детали. Находим 8 сантиметров. Вот они у нас. И мы их выкладываем так, чтобы вот эти 8 сантиметров совпали со средней линией. То есть мы двигаем так нашу ленту, чтобы 8 сантиметров было на этой линии. Вот мы нашли. Рисуем вырез. И точно так же в обратную сторону. Затем вырезаем. Но, как я уже сказала, девочки, не делайте этого сразу. Делайте на готовой сумке. То есть то же самое, когда вы сшили сумку. Вот вы ее сшили, нашли середину, либо вы можете работать с половиной сумки. Вот смотрите, если у нас, например, фермуар длиной 37 сантиметров, это значит от середины вставки, если мы сложим сумку пополам, до второй середины вставки должно быть 37 сантиметров. Ну, в данном случае у нас другой фермуар. У этого фермуара обычно 42 сантиметра. Вы промеряете, сколько у вас есть. И если у вас есть разница, вы ее откладываете как раз вот на этой вставке. Если кто-то что-то не понял, девочки, зайдите в плейлист сумки, мастер-классы и показы. Я, в принципе, там уже делала много видео по построению выкройки, особенно вот для фермуара саквояжа 27 сантиметров. И там я тоже объясняю, как делается эта выкройка. Строить таким образом выкройки можно на любой фермуар. Не играет роли, какая форма. Повторюсь еще раз. Абсолютно все равно. Вы просто обрисовываете вашу форму, думаете, как вы хотите сшить сумочку. Если с кедером, еще раз, если с кедером, то у вас разделение вставки и основной детали должно быть на прямой линии, не на загибе. Это выглядит некрасиво. Смотрите примерно вот отсюда, вырисовываете форму, какую хотите. И затем уже работаете с вставкой. Основная точка работы у вас вот это. То есть где у вас будет разделение основной сумки с боковой вставкой. Теперь, девочки, еще немножко о формах. Я вот заметила, многие девочки присылают сумочки, и у них, знаете, какая форма? Ну, давайте, например, нарисую вам саквояж. Так, это у нас ручка, вот так, да? Вместо того, чтобы сумка была вот такой формы, то есть вот эта линия, она должна быть под 90 градусов ко дну. Тогда это смотрится красиво. Многие девочки делают следующую форму. Они делают вот такое расширение. Это выглядит не очень красиво. Потому что очень большое расширение идет вниз, острый угол, и это смотрится не очень эстетично. Поэтому старайтесь сделать более прямо к низу, то есть под 90 градусов.
Вы можете здесь, например, даже сделать почти прямо. Это на любителя. Но обязательно под 90 градусов. Итак, девочки, я надеюсь, вам поможет это видео строить выкройки, быстро строить, без особых расчетов. Желаю вам успехов в построении ваших выкроек. Ну а на сегодня это все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всем пока!